Нередко для головокружительного скандала достаточно лишь одного необдуманного действия. Ярким примером тому является недавний случай с ведущей, журналистом и политиком Ксенией Собчак. Во время видеотрансляции программы «Особое мнение» на радиостанции «Эхо Москвы» Ксения пользовалась iPhone. Этот факт не привлек бы такого внимания, если бы Собчак не являлась официальным послом торговой марки Samsung в России. По данным британского СМИ Mirror Online, между журналисткой и Samsung заключен контракт, по которому за публичное использование госпожой Собчак продуктов компаний-конкурентов к ней может быть применен штраф на просто невероятную сумму в размере 108 миллионов рублей. Мне нельзя. А вот мы сейчас начнем, я его спрячу. Нет, дело не в этом, просто мне нельзя по контракту. Все, теперь можно. В общем доступе в интернете и до записи скандального откровения Собчак было множество доказательств использования телеведущей смартфонов американского производителя. Видимо, после афиширования произошедшего в СМИ терпение корейского промышленного концерна лопнуло. В том, что политики иногда говорят одно, а делают совершенно другое, нет ничего необычного. В этой ситуации странным кажется то, что известная личность, политик, бывший кандидат в президенты России, фактически открыто совершает запрещенные для нее действия с риском уплаты гигантского штрафа. О чем только думала Ксения, когда во время неумелой конспирации своего смартфона сообщала о контракте, запрещающем ей использовать устройства конкурентов. Поскольку, по сведениям другого британского СМИ, компания Samsung заинтересована в мирном разрешении казуса с телеведущей, то понятно, что в умышленном вреде имиджу корейского холдинга Собчак не подозревают. Мотивы телеведущей неизвестны, но возможно, что всему виной обычные человеческие слабости. Светская львица, в конце концов, на мгновение могла упустить из виду, что ее действия могут ассоциироваться не только с российским шоу-бизнесом, но также и с политической элитой страны. Да что там забыла о стране? Завороженная 10-й моделью айфона, Собчак не подумала даже о том, что скандал неизбежно отразится на мнении народа о ней лично. Там сыр, конечно, полный. Половину города рассказала. Свидетельских показаний уже вот такая вот пачка. И еще приходит. То есть она дура просто? Ну, рабочая гипотеза такая, да. По-человечески ее жалко, конечно. 27 лет, а... Современные смартфоны разных брендов имеют примерно сходные технические характеристики, а также внешний вид. Поэтому выбор гаджета – это действительно сложная задача. Возможно, что только накануне печального интервью Собчак смогла определиться с подходящей для нее моделью коммуникационного устройства, увидев ее у какого-нибудь известного человека. Подсознательно желав обнародовать свои чувства, Ксения, сама того не планируя, спровоцировала скандал с южнокорейским брендом. К сожалению, с нами случается только то, чего мы сами хотим. Реальность, к несчастью, она сильнее нас. Но знаем ли мы, чего мы хотим на самом деле? Вот это другой вопрос. Либо Собчак просто устала от обрушившихся на нее в последнее время домашних и творческих забот. Проект звезды «Собчак слезам не верит» собрал уже массу негативных отзывов и вряд ли оправдал надежды главной героини. Возможно, что виной скандала явилась черная полоса в жизни Ксении Анатольевны. Размяк я. В каком смысле? Меня вырубает. Не хочу ни с кем говорить. Есть. Просто ничего не делаю. Абсолютно ничего. У тебя мозги расплавились. Поскольку Собчак и Samsung отказались официально комментировать ситуацию с контрактом, то возможно, что информация о штрафе посла бренда в России – это лишь выдумка британских журналистов. Почему нет? У Британии ведь уже есть скандальный опыт без доказательного обвинения россиян в совершении преступлений. Какие ваши доказательства? Остальные СМИ, попавшиеся на провокацию британцев, сами того не ведая, сочинили скандальную историю, которая послужила бесплатным пиаром для Собчак. Учитывая склонность последней к перевоплощению, она в скором будущем может обернуть ситуацию в свою сторону. Например, обвинить журналистов в разрушении ее политической карьеры и предстать в каком-нибудь новом, необычном образе. Вы вышли на свободу и решили посвятить себя борьбе за права женщин-заключенных. Но возникает вопрос, как ваша общественная деятельность будет сочетаться с... Вот у меня в руках свежий номер журнала «Интервью». И здесь вы изображены обнаженной с енотом в руках. Это же енот. Енот, да. Подписывайтесь на канал «Обо всем с юмором», чтобы быть в курсе самых интересных событий в мире шоу-бизнеса. Не только с долей авторского юмора. Спасибо всем за внимание. Пока.